Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот собачки по имени Конфетка. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 25. В этом ряду вяжем такую комбинацию: один столбик без накида плюс 1 прибавка. Так мы повторим до конца ряда, и итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 54. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 26. Этот ряд вяжем без изменения: 54 столбика без накида. Сейчас небольшое отступление. Как вы уже поняли, этот кусочек видео я сняла уже после того, как была полностью связана наша с вами конфетка. Вот такая она в конечном итоге получается. Хочу обратить ваше внимание на расположение ушек на этой игрушке и на первой игрушке. Как я уже говорила, когда я вязала эту игрушку, то ушки я не ввязывала по ходу вязания, а в конечном итоге я их просто пришила, так как при создании игрушки сложно определить, где по итогу будут расположены ушки, в каких рядах. И после того, как я вязала по ходу вязания ушки этой собачки, я поняла, что они расположены ниже, чем у этой собачки. То есть получается, вот верхний край ушка, он получается на 1-2 ряда выше над глазом. А у этой собачки получается практически на уровне глаза. И вот этот вот край, он даже еще чуть пониже расположен. Почему? Потому что так как мы ввязывали ушки в голову игрушки, и вязание у нас спиральное, мы же вяжем с вами без соединительных петель в конце ряда, без воздушных петель. У нас идет просто вот такое спиральное. Начало ряда у нас было вот в этом районе, и поэтому у нас отсюда ряд начинается, и здесь он уже поднимается наверх. Вот так вот. И поэтому этот край чуть-чуть ниже ушка, а этот край ушка чуть-чуть выше. Но это нисколько не портит игрушку, она все так же остается миленькой. И мне кажется, вот эта собачка, она напоминает щенка собаки породы бишон фризе. Не знаю, правильно ли я поставила ударение. И на ваше усмотрение выбирайте, как вы хотите расположить ушки на вашей игрушке. Если вы хотите расположить чуть выше уровня глаз, то тогда вяжите 26, 27 ряды без изменения. И уже с 28 ряда начинайте ввязывать ушки в голову игрушки. После ввязывания ушек, там нужно будет провязать по мастер-классу 4 ряда без изменения, то значит здесь, соответственно, вам нужно будет провязать на 1 ряд меньше, потому что этот ряд у вас уйдет сюда, если вы будете ввязывать ушки повыше, чем по мастер-классу. А если хотите, чтобы было вот так, то вяжите так, как я буду дальше показывать в данном видео мастер-классе. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 27, и с этого ряда мы начнем ввязывать ушки в голову игрушки. Для начала определим петлю, с которой мы начнем ввязывать ушко. Растягиваем слегка полотно вязания и, ориентируясь по ручке, ровно посередине ручки отмечаем петлю, с которой мы начнем ввязывать ушко. Вот я отметила себе маркером, и расстояние между ушками на затылочной стороне головы будет 28 петель, а с передней стороны будет 26 петель. Итак, если вы не хотите ввязывать ушки, не хотите с этим заморачиваться, то с 26 ряда, 26 ряд мы уже его провязали с вами без изменения, с 26 ряда по 37 ряды включительно вяжите без изменения. В каждом ряду по 54 столбика без накида, 12 рядов. Это если вы не хотите ввязывать ушки. Итак, следующий ряд 27. Я вяжу в начале ряда 5 столбиков без накида. 1, 2, 5.
Далее беру одно ушко и прикладываю так, чтобы лицевая сторона ушка смотрела на лицевую сторону, и задняя сторона уже смотрела на заднюю сторону. И что я делаю? Здесь мы подхватываем крючком меньшего размера крайнюю петелечку нижнюю на ушке и подхватываем петлю головы игрушки. И эту петлю мы просто протягиваем. И вот таким образом мы будем ввязывать ушко в голову игрушки. В каждую петлю в последующих 7 рядах, в последующих уже 6 рядах будем просто через каждую петельку ушка будем протягивать петельку головы игрушки. Вот так вот протянули. Маркер можно уже снять. И вяжем. Дальше мы вяжем 28 столбиков без накида. 1, 2, 3, 28. Маркер можно снять, чтобы он нам не мешался. Теперь берем второе ушко и здесь точно так же протянем сквозь петлю ушка петлю головы игрушки. Протянули. Возвращаемся к основному крючку и до конца ряда вяжем 21 столбик без накида. 1, 2 и 21 столбик без накида. Отмечаем новый ряд, следующий ряд 28, и здесь мы также повторяем, вяжем. Если у вас точно такое же количество от начала ряда нужно провязать до ушка, вяжем 5 столбиков без накида. Напоминаю, что немножечко может отличаться у нас с вами из-за натяжения рабочей нити, если у нас с вами оно отличается. Поэтому этого не пугайтесь, просто самостоятельно рассчитайте петли, где должно у вас располагаться ушки. Итак, теперь мы заводим крючок в следующую петлю на ушке и протягиваем петлю головы игрушки сквозь эту петельку. У ушка 7 петель, то есть нам нужно точно так же все провязать в итоге 7 рядов, чтобы ввязались ушки в голову игрушки. Так, протянули петлю. Далее вяжем 28 столбиков без накида. Провязали 28 столбиков, и здесь также мы берем, подхватываем вторую петлю на ушке, петлю на голове игрушки и протягиваем. Возвращаемся к основному крючку, и до конца ряда я вяжу 21 столбик без накида. Итоговое количество петель в этих рядах оно не меняется, так и будет 54. Провязали, новый ряд отметили, и теперь также по той же схеме вяжем до 33 ряда включительно, вяжем и по ходу вязания ввязываем ушки в голову игрушки. Провязали, ушки ввязали, следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 54 столбика без накида, с 34 ряда по 37 включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 38. В этом ряду вяжем так: 7 столбиков без накида, 3, 7. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 39. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 3, 6. Далее вяжем одну убавку.
Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 40. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 1, 2, 5. Далее вяжем одну убавку, и такую комбинацию повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 41. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и наполним игрушку наполнителем. Далее фиксируем глазки и носик. Я уже это сделала, сейчас расскажу, в каких рядах это нужно сделать. Носик фиксируем между 32 и 33 рядами. Глазки фиксируем между 33 и 34 рядами. На расстояние друг от друга 6-7 столбиков. И расстояние от ушек здесь тоже должно быть 7-8 столбиков. И для лучшей фиксации ножки глаз я расплавила немножечко огнем, вот, и вот так вот придавила слегка. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 42. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 43. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 44. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 45. Это последний ряд. Вяжем в этом ряду 6 убавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю и рассказываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочку на то видео я оставлю в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку мордочки. Для этого я взяла швейную иглу с большим ушком и также взяла пряжу Alize Softy Plus основного цвета. Она достаточно прочная. Итак, спускаемся от носика на один ряд ниже, то есть вот этот вот ряд мы пропустим. Вот на этом ряду у нас расположен кончик носика. Далее ряд пропускаем и вот сюда. И даже чуть-чуть в сторону вот так вот заводим иглу и выводим у нижнего края глаза на расстояние от глаза 2 столбика. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик и заводим иглу, захватывая 1, 2, 3, 4, где-то вот так вот 5 столбиков под глазом. И выводим к этому хвостику на расстояние 1-2 столбика. Далее
помогая пальцами, подтягиваем, все хорошенечко затягиваем и завязываем на узелочки. Хвостики пряжи завязываем на узелочки, лишнее отрезаем и потом вот эти вот конечные хвостики спрячем вовнутрь головы игрушки. Со второй стороны делаем то же самое, только в обратном порядке. Заводим иглу вот в этом месте, чуть-чуть на расстоянии в сторону от носика. Подтягиваем, здесь оставляем небольшой хвостик, захватываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков под глазом и выводим к этому хвостику на расстоянии 1-2 столбика. И здесь также, помогая пальцами, аккуратненько все подтягиваем, затягиваем и завязываем на узелочки. Итак, это мы с вами сделали утяжку под нижними краями глаз, а теперь мы сделаем над верхним краем глаз. То есть заводим иглу здесь, вот уже можно посерединочке под носиком и выведем над глазом. И над глазом захватываем 2 столбика и выведем иглу к начальному хвостику на расстоянии 1-2 столбика. Все хорошенечко подтягиваем и завязываем на узелочки. Над вторым глазом делаем точно такую же утяжку. Я уже это сделала за кадром. Хвостики пряжи все прячем вовнутрь головы игрушки и сделаем еще одну утяжку. Утяжку сделаем вот в этой части над носиком. Заводим иглу под носиком, вот в этом углублении посерединочке. И выводим на один ряд выше от верхнего края носика. И на расстоянии от этого глаза 1 столбик. Далее захватываем столбики здесь так, чтобы здесь тоже было расстояние 1 столбик. И выводим иглу к этому хвостику пряжи на расстояние 1-2 столбика. И все так же, помогая пальцами, подтягиваем, затягиваем, завязываем хвостики пряжи на узелочки и лишнее отрезаем. Далее берем вот такой вот крючок, вот с такой ручкой или что-то подобное ему, и с внутренней стороны наполнитель стараемся подтянуть к щечкам, чтобы они были такими пухленькими. Только делаем это осторожно, чтобы не задеть нити утяжки. Далее из тонкого фетра вырезаем язычок, ширина язычка 9 миллиметров у меня получилось, то есть вырезаем такой язычок, чтобы получилась ширина не более 10 миллиметров. Я его приклеила горячим клеем, его также можно и пришить швейной иглой, швейной нитью. Далее пришиваем украшение в качестве румянца щек, или же вышиваем это все дело плюшевой или не плюшевой пряжи подходящего цвета. И приоденем уже нашу конфетку в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю заключительную часть видео мастер-класса «Собачка-конфетка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!